На Энджи напали, и она идет к судье просить выдать ордер на обыск и арест. А позже она рассказала мне, что судья предложил переспать с ней. Судья сказал, что ему нужна была женщина, чтобы приходить и удовлетворять его сексуальные потребности в его офисе. И что если бы она навестила его в офисе в среду, а это было в понедельник, в платье и без нижнего белья, и позаботиться о его сексуальных потребностях, то ее судебному делу обеспечено прекрасное будущее. До того дела я ни разу не встречалась с судьей. Ни разу. Я хочу справедливости. Я хочу, чтобы с Брайана Кокрена спросили по закону. Анджела Гармли обратилась к мировому судье Брайану Кокрену с жалобой на полицейских, которые отказались расследовать дело о ее ограблении. Судья обещал свое содействие при условии, что Анджела станет его любовницей. Он убеждал женщину, что другого способа добиться правосудия у нее нет. Судья попросил ее прислать фотографии, чтобы он оценил, что он может получить от нее. В страхе она отправила ему одну фотографию в нижнем белье. Оказалось, что сотрудники офиса этого судьи работали в очень напряженной атмосфере. Он постоянно говорил: «Я хочу орального секса». Он озвучивал такие вещи своим сотрудникам. После того, как Анджела обратилась в полицию с заявлением о сексуальном домогательстве, подозреваемый в преступлении судья Кокрен послал 2 полицейских, чтобы подкинуть в машину Анджелы наркотики. Я сидел на крыльце, курил. И в этом, в принципе, нет ничего подозрительного. Но вот там была припаркована патрульная машина. А потом внезапно она куда-то стартует. И потом я вижу машину Энджи, и патрульная машина у нее на хвосте. И они там недалеко останавливаются. То есть мы находимся на месте, где остановилась машина Энджи, а патрульная машина встала за ней. Да, а Джо вот здесь встал. Он приехал сразу, когда обе машины остановились. Да, потому что он видел, как все это произошло. И я поехал посмотреть, что происходит. Заместитель шерифа сказал мне не вылезать из моей машины. Я так и сделала. Но по пути к моей машине, конечно, я спросила, что происходит. И мне сказали: «Ты арестована за неповиновение». Дверь моей машины была открыта. И он наклоняется, встает на колено и вытаскивает коробку оттуда. Они даже не посмотрели, он просто нагнулся и достал коробку оттуда. Всех арестовали, даже Джо, который провел за решеткой всю ночь. Все, кто был задействован в этой истории, были привлечены к ответственности, за исключением судьи Брайана Кокрена. Одна из моих самых важных обязанностей, как президента Соединенных Штатов, назначить квалифицированных судей Федерального суда. Те, кого я выбрал, настоящие профи, специалисты высшей категории. Пристав зашел, взял меня за шею и произнес: «Ты на моей территории, и я здесь главный». Я не могла двигаться, я не могла дышать, а потом на меня надели маску. Простите, очень сложно. Когда я думаю о том, что случилось... Уильямс говорит, что не сопротивлялась действиям офицеров. Ее посадили в усмирительный стул, похожий на этот, а также на нее надели маску, схожей с моделью той, что в кадре. Тебя придушил офицер? Да. Когда ты видишь этого человека, что ты чувствуешь? Это он, это мерзко. Я не знаю, как с этим жить. Кристал Уильямс оказалась в суде по обвинению в вождении без водительского удостоверения, без каких-либо оснований для применения физической силы. По приказу пристава Стива Рашфилда полицейские приковали ее к так называемому стулу для пыток, после чего подвергли истязаниям. Выяснилось, что 2 маршалов душили невиновную жертву, а также угрожали уголовным преследованием. 3 пристава берут ее и сажают в смирительное кресло. Даже после того, как ее посадили в смирительный стул, это стул, в котором человек лишен любых движений, также на нее надели специальную маску. И один из приставов, лейтенант Стив Рашфилд, берет и прижимает руку к шее Кристал Уильямс и говорит: «Теперь я в этом доме хозяин». В результате нападения 2 маршалов в зале суда Кристал Уильямс получила травмы средней тяжести. Был поврежден позвоночный диск.
Пристав Стив Рашфилд, отдавший приказ применить пытки, а также 2 маршала избежали какого-либо наказания. До сих пор они продолжают нести службу. «За что вы надеваете на меня наручники?» «Потому что ты врешь». «За что меня арестовывают?» «Мы можем куда-нибудь деть этого ребенка?» «Пожалуйста, я не сделала никому ничего плохого. Посмотрите видео, я не пытаюсь выгородить себя. Я попала в беду и прошу о помощи. Я законопослушный гражданин, я не сделал ничего плохого. Почему вы так со мной поступаете?» Во время слушания дела о бракоразводном процессе Монику Контрерас судебный маршал вызвал в комнату для досмотра, где женщина подверглась сексуальным домогательствам с его стороны. По законам США это является серьезным уголовным преступлением. Однако маршал ушел от ответственности. Более того, он обвинил потерпевшую в клевете и прямо в зале суда заковал в наручники. Судья Патрисия Доннинджер все это время находилась в зале суда, намеренно игнорируя происходящее. Моника Контрерас пыталась достучаться до судьи Патрисии Доннинджер и объяснить: «Это только что со мной произошло. Сделайте что-нибудь». А пристав Рон Фокс обвинил ее в ложном сообщении. «Вы оклеветали пристава. Я вас арестую». То есть она оказалась в ситуации, когда у человека, явно виновного в сексуальном домогательстве, есть полномочия арестовать эту жертву и посадить ее в тюрьму. За что? Как вы можете смотреть на это спокойно? Оставьте меня в покое. Ты задрал мою майку. Я хочу защитить себя, я не хочу в тюрьму. Пожалуйста, я хочу, чтобы это закончилось. Нет же, поздно уже, потому что ты... Пожалуйста, сэр. Следи за моим пальцем. У нас все в порядке? Я закончил, все чисто, надо идти. Арестовывай ее, я беру ребенка и готово. Она умоляла судью: «Пожалуйста, послушайте меня». И вы представляете, маленькая девочка, ее дочь, присутствует в этом же зале. Судья, вместо того, чтобы сделать вид, что слышит Монику, разворачивается к ней спиной и играет с ребенком, чтобы отвлечь маленькую девочку от происходящего. Судья, Патрисия Доннинджер, просто игнорирует, оставляет без комментариев всю ситуацию, в которой свершилось так называемое правосудие. Прямо в зале суда Лас-Вегаса. За что? Как вы можете смотреть на это спокойно? Сэр, отпустите мою маму. То есть она оказалась в ситуации, когда у человека, явно виновного в сексуальном домогательстве, есть полномочия арестовать эту жертву и посадить ее в тюрьму. Сотрудники самого честного и гуманного суда в мире все чаще сами оказываются под следствием. В 2012 году более 6 тысяч судебных служащих США совершили уголовные преступления. 23,8% случаев связаны с применением избыточной физической силы, 9,3% связано с сексуальными домогательствами, 7,2% связано с воровством и вымогательством, 6,8% связано с ошибочными арестами. Самым распространенным преступлением, свыше 50% случаев, по-прежнему остается коррупция. По статистике, 3/4 случаев судебного произвола остаются нерасследованными, несмотря на исчерпывающие доказательства виновности судьи и порочности американской судебной системы.